Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. По сложившейся уже традиции, снимаю сегодня наш сырый совместник на тему а, Дня Святого Валентина. А если это любовь? Или может это любовь? Кому как больше нравится. Не скажу, что мы его прям отмечаем, безумно любим, по молодости, конечно же. И даже отмечали. Но сейчас скорее это просто повод что-то поснимать, повод лишний раз что-то подарить, купить. Скорее, наверное, это для многих сейчас так. Но, тем не менее, мы решили не отступать, да, не изменять своим традициям, уже принятым таким нововведенным. И каждому празднику что-то пытаемся всегда раскрасить совместно. И, понятное дело, День Святого Валентина не исключение. У меня есть несколько книг. Это Дисней, пару томов, плюс распечаточка одна была, парочки. Ну, здесь, допустим, мне нравится, если не ошибаюсь, где-то в одной львы, в другой. Сейчас попробую показать. Просто влюбленная пара из мультика. И я бы хотела, ну пусть будет разнообразие, да, вот зверушки влюбленные, люди влюбленные, какие-то сказочные мультяшные персонажи, вот львы, Симба с Налой, у них любовь и так далее, да, здесь вот у меня, по-моему, сейчас скажу вам, влюбленная Аладдин с Жасмин, если не ошибаюсь. Где-то я видела. В общем, посмотрим, что... Вот они, влюбленная парочка. Посмотрим, что из этого получится. Ну и распечатка у меня тут одна. Я уже начала, ее не буду оказывать. Начала еще задолго до этого. Так, что еще? На самом деле планов было очень много, и хотелось бы очень много сделать. И у меня еще есть новинка. Ну, для меня новинка, для многих-то уже нет. Это «Температура любви». Подарок от Милы был на Новый год. Раскрасочка. И она как-никак прям подходит для Дня влюбленных, если честно. Даже, ну, точнее, если честно, она очень хорошо сюда подходит, но я боюсь экспериментировать. Мне бы очень хотелось здесь сделать какой-то фон, ну, больше, скорее, или акварелью, или что-то в этом роде. Но я боюсь, что все протечет. И вот вопрос, что здесь использовать теперь. Не знаю. Но из-за этого, честно говоря, даже не знаю, чем красить. Вот, скорее так, да, правильно сказать. Очень нам мне нравится, и в целом подходящий, да, на вся книга подходящая для этих целей. Здесь вот есть даже иллюстрация. Ну, я хотела сначала ее начать, потом нашла у меня здесь закладка, вот такую вот иллюстрацию. Как вы понимаете, такой зимний вариант, прям зимний-зимний. Влюбленная тоже пара, и влюбленная парочка, и тут такая вот как бы зима. И как раз вот, ну, у нас День Святого Валентина, да, в феврале. Ну, вот она раскрашена, образец такой. В феврале, и как-никак, ну, она сюда прям вообще подходит. Ну, честно говоря, не знаю. Я побаиваюсь этой книги. Она мне очень нравится. Очень красивая, хорошая книга, но я как-то ее побаиваюсь. Понятное дело, можно красить, ну, не обязательно повторять прям шаг в шаг, да, можно по-своему как-то сделать. Ну, не знаю. Пока думаю. В общем, ее я пока побаиваюсь начинать. Кто красил, расскажите, чем вы тут красите. В самой книге предлагают призмы. Вот. И можно было бы в целом, наверное, вот эта первая самая иллюстрация, как такой этот некий тестовый, да, вариант. Но в самом начале портить иллюстрацию, чтобы потом она вот каждый раз пролистывать, честно говоря,
не хочется. Ну, многие сейчас скажут, кто сказал, что ты сразу прям испортишь, да, но вот я не знаю. Ой, мне бы очень хотелось, конечно же, попробовать. Я, кстати, давно, уже очень давно не красила призмами, опять же. Но мне не сказать, что прям хочется красить их по их образцу, если честно. Не все нравится, что они предлагают. Ну, посмотрим. Я пока, я уже сказала, не определилась. Вот вопрос, как здесь протечет, не протечет все. Мне бы хотелось попробовать на просвет. Ну, они фактически, если где-то чуть-чуть здесь на мальчике, вот на майке где-то, может, будет так, я смотрю, если на просвет, то они в целом как раз по центру. Здесь вот у мужчины чуть-чуть, может, если только выделяется. В общем, буду пробовать. Так что оставайтесь, будем раскрашивать влюбленные пары. Итак, продолжаем свой челлендж, совместник, кому как удобно, на тему любовь, Дня Святого Валентина. Крашу фломастерами. Ну, честно говоря, вообще прям не нравится. Здесь и Штедлер, и Крайола, вот это вот последнее, что я показывала, купила. Очень сложно подбирать, и, честно говоря, мне кажется, ну, 100% не в тему подобрано. Очень такая, вроде бы смотришь, да что тут сложного. Когда начинаешь красить, это вообще прям все. Вот здесь, допустим, мне нужен второй, либо черный, либо какой-то очень темно-серый. Мне черный уже умирает, и тоже, собственно говоря. В общем, крашу. Пока что крашу, там посмотрим, что дальше делать. И вот еще один тоже начал у меня. Так, что это у меня? Dark Sepia, по-моему. Dark Indigo, вот. Браш, он тоже начал умирать. И мне уже и докрасить надо. Вот вроде начинаешь красить, все хорошо. Сейчас буквально чуть-чуть, и он начнет выброжать. Не красить. То есть вот эти вот танцы с бубнами постоянно. Посидеть, подождать, пока он полежит в колпачке на столе, докрасить. Не знаю. Видите? В общем, я уже полна решимости, что мне нужно их опять некоторые менять, покупать свежие. Я не знаю, с чем это связано. Может, у меня дома достаточно жарко. Может быть, это влияет очень сильно. Но плюс, наверное, вот этот минус, когда ты покупаешь поштучно, все равно в магазине их ходят, пробуют, тестят. Плюс, может, не знаем, сколько они уже там лежат тоже, в общем-то. И, конечно, обидно. Но некоторые придется докупать. Этот вот, например, прям совсем. Обидно еще даже не столько это, сколько не все есть в наличии, в общем, уже. Они и тогда были не все в наличии, и сейчас. И поэтому не знаю даже. Будем надеяться, это вот такой ходовой тоже оттенок. Этот индиго темный. Он очень красивый цвет, когда новый. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки по приходу в магазин он был в наличии. Ну, а так, в целом, это не шедевр, конечно, и много здесь, конечно же, косяков, на мой взгляд. Да и не только, наверное, на мой. Но вот в целом она получается яркая, красивая. Почему нет? Такая вот влюбленная пара. Все знают, что в мультике Аладдин влюблен в Жасмин. Ну и Жасмин, собственно говоря, отвечает ему взаимностью. Поэтому как-никак здесь это актуальный рисунок. Прям очень. Ну и вот нам осталось тут докрасить. Не знаю, насколько его хватит. Как я уже говорила, бывает там еще как-то. Сейчас, видите, тут он будет выброжать. Придется опять откладывать и ждать, что, конечно, очень-очень плохо. Особенно сейчас, когда нужно раскрасить, он почему-то выброжает. Вот такая вот
Один из любимых тоже мультиков Аладдин. Очень нравится. Сейчас вот совсем стали мультики какие-то, согласитесь, ужасные. Действительно, раньше были Король Лев, Аладдин, Золушка, Русалочка, Тарель. Действительно мультики. Все, что сейчас, конечно, делают, не дай бог. Я даже не представляю, как бы мы смотрели это в детстве. Конечно, понятное дело, что у нас тоже были там какие-то вот, моменты, которые, может быть, наши родители не понимали. Но, честно говоря, вот даже сравнивать, все говорят, ну а как, когда этих хаги-ваги смотришь, страшилища, это вообще прям тихий ужас, и как дети от них, конечно, тащатся, для меня загадка. Как говорит, ну вот у нас в детстве были телепузики, мы же покупали, играли. Ну как-то, если сравнить телепузика с хаги-ваги, он еще и красавец. Если так сравнивать, да? Вот, но все-таки, конечно, согласитесь, все эти диснеевские мультики, даже вот сейчас уже новые, есть некоторые полнометражные диснеевские, есть, конечно, очень хорошие, не спорю, но в основном это уже не то, к сожалению. Вот так получается. Буду докрашивать, осталось мне, ну, вот эти пару прядей волос, я даже не знаю, какие фломастеры брать и чем докрашивать. У меня есть Лира. Сейчас будет немножко грохот. Все падать. Есть у Лиры очень темный, по-моему, Dark Sepia как раз таки фломастер. Если, конечно, 98 вот такой вот. Есть еще черный, не черный, а темно-серый. Ну, наверное, лучше вот этот Dark Sepia. Ну, здесь, наверное, должен, ну, мне кажется, он здесь должен подойти. Я надеюсь, что подойдет. Такой вот очень-очень темненький. Мне не совсем удобно, я надеюсь, вам видно. Стараешься уже как можно для вас удобнее снимать, в более удобном формате, но, к сожалению, вот я же говорю, одна лампа сзади, одна спереди, одна сбоку, центральное, ну, основное освещение. И не знаю, что опять не так с этим освещением. Что еще включить, чтобы было хорошо видно. Ну, вот так вот получается у нее эти волосы. Конечно, нужен, наверное, был бы потемнее. Либо более насыщенный черный, либо что-то в этом роде. Но, как говорится, на безрыбье. Ой, что-то я разогналась слишком. Как говорится, на безрыбье. Можно пройтись повторно, но Лира не совсем надежные фломастеры для таких раскрасок двухсторонних. Поэтому страшновато, если честно. Можно вот пройтись, сделать мне несколько слоев, чтобы меньше полосило, меньше это, но я боюсь, что... Потому что где-то в какой-то у меня протекли они. Конечно, было очень обидно. И не хотелось бы, чтобы тут повторялось. А вообще неплохие фломастеры. Они не царапают, не скатывают бумагу. И в принципе, если сильно не елозить, они неплохо, ну, держатся. Не все протекают и не критично. Вот. Ну, смотря еще какая бумага. Здесь вот вроде бы, я смотрю, вроде бы без потерь пока что. Но я говорю, если не наслаивать слишком много здесь нет, то можно. Все равно они будут полосить, хочешь не хочешь. Вот. И можно, в общем-то, ими красить. Но, конечно, это не то, что нам обещано было. Потому что не сказать, что прям вот случился эффект вау. Во-первых, странно подобрана цветовая палитра, но оно и понятно, видимо, что вы покупали
все основные, да, чтобы докупали либо большой полностью либо набор, либо еще маленький, чтобы другие оттенки были здесь. Во-вторых, все-таки некоторые даже плывут прям фломастеры. Поэтому, конечно, да. Ну и вот синие для меня была загадка. Новые фломастеры. Я раскрасила одну или две иллюстрации. Не сказать, что там прям вау, какие фоны, как много я красила. И уже он, ну, можно сказать, что умер. То есть, как бы странно. А если учитывать его цену, то тогда уж проще купить. Есть более бюджетные фломастеры, в общем-то, такого же качества. Здесь заявлено, что они как на водной основе. Можно их размывать, добиваться там акварельного какого-то эффекта. Но, честно говоря, я попробовала. У меня было пару распечаток, которые такие неудачные. И я как раз на них, так сказать, знаете, пробовала. На этих неудачных распечаточках PDF-ки. Я пробовала, допустим, если я там акварелью буду красить, еще что-то. Ну, вот такой, знаете, сидела, пробовала. Ну, думаю, заодно и попробую вот лиру именно размывать. Честно говоря, такого прям супер акварельного эффекта не случилось, если честно. Они просто чуть то ли посветлели, ну такое что-то, знаете, между акварелью и фломастером получилось. В общем, никаких супер эффектов не случилось, соответственно. Даже ради этого покупать смысла нет. Я знаю, есть какие-то именно акварельные браши от Лиры. Сейчас все берут, ну, многие, по крайней мере, девчонки, вот именно потому что они акварельные. Их можно размывать. Но я думаю, что все это все равно по большей степени вся вот эта вот канцелярия, ну, не знаю, все это лишнее. Мне кажется, есть акварель, есть фломастер, есть карандаши, гуашь и так далее. Все остальное, вот это вот размывать, это все ерунда. Скорее, наверное, такой вот хитрый ход, да, чтобы мы все подряд покупали. Вот такая вот получилась у меня пара. В общем, не буду много набалтывать. И так уже наболтала много. Вот такая получается пара. Буду красить дальше. Следующую, уже львов. И свою потом пару, парень с девушкой. И встретимся с вами уже, наверное, когда буду показывать готовые работы. Итак, продолжаю свой совместник на тему любви. Закончила я красить. Не все, что хотела. Но, честно говоря, подпортила настроение распечатка PDF этот. Что-то пошло не так. Я не поняла, это бумага так или карандаши, или в тандеме. Ну, в общем, сильно расстроила. Такая была распечатка колдыревая. Влюбленная пара. Она была бесплатная в свое время. Сейчас не знаю. Но она мне было интересно еще попробовать такой формат еще, когда не красила людей. Мне было интересно попробовать, пораскрашивать. Я распечатала, она лежала, ждала, видимо, своего часа. Но бумага здесь очень гладкая, прям как, знаете, как в журналах эти вот страницы гладкие, идеально. И было тяжело. Вот карандаш, если надо более затемнить, он начинает штриховать. Если еле-еле, его не видно. Пока крашу тут, рукой вообще прям вытерла все. Знаете, думаю, не... В какой-то момент аж испугалась. Белая страница, думаю, нормально. Красила. С волосами тоже намучилась у девушки. В какой-то момент психанула, взяла уже акварель. Но тоже мне вот не сказать. Ну, в общем, я решила уже и на этом остановиться. Дальше ее не портить. Иллюстрация-то красивая сама по себе. И пока остановиться... И уже в более хорошем настроении, в более хорошем таком расположении духа попробовать ее доработать. Может быть, тогда будет какой-то, знаете, я не знаю, что-то лучше получится из этого, да. В целом неплохо, как бы, ну, за исключением какие-то добавить детали. Здесь тоже черные волосы и вот эти вот просто линии.
Проще было их оставить белыми, ну, белыми, вот эти черные штрихи, нежели закрашивать. Потому что тоже как-то для меня казалось какой-то непосильной задачей. Ну, вот эти завитушки тоже. Ну, скорее, может быть, еще, знаете, когда сразу не пошла иллюстрация, она уже потом, собственно говоря, и потом будет идти очень тяжело. Поэтому, если не пошла, лучше сразу откладывать. Но мне нужно было раскрасить, поэтому вот такой вот результат. В целом, не критично, за исключением каких-то мелких каких-то косячков. Если их устранить, да, то в целом будет неплохая иллюстрация. Дальше. Что у нас дальше? Был Дисней. И здесь, надеюсь, здесь у меня их тут просто я все доставала, искала, как бы иллюстрацию. Рядом со мной здесь, надеюсь, я не запуталась. Да, наверное, вот она. Вот такая вот влюбленная пара. Здесь тоже, опять же, Crayola новые, вот эти коричневые и ой, забыла, как Штедлеры. В общем, хочу сказать, ни те, ни другие мне, в общем-то, не понравилось, потому что, ну, опять же, смотришь на палитру, думаешь, да что тут красить, тут все предельно ясно и просто. Ну вот, да, вот найди столько оттенков. На камеру, кстати, не светлее, может, поэтому кажется, что так я тоже, бывает, на камеру смотрю, да, хорошие оттенки, все, в общем-то, видно. Когда начинаешь раскрашивать, не знаешь, у меня тут на столе всегда все, что у меня есть, фломастеры, чтобы как-то хоть раскрасить. Ну, в целом я довольна. Вот такой вот король лев, Симба с Налой. Очень мне нравится. Влюбленная такая вот пара. И третье я показывала в начале видео. Мы с вами красили немножко. Тоже влюбленная такая вот пара. Аладдин с Жасмин. Чуть больше нравится, чем львы. Эта иллюстрация. Не пострадала ничего. Ну так, чуть-чуть видно все-таки черные очертания, где я красила именно лирой. Поэтому, конечно, если вы берете лиру, допустим, для таких вот диснеевских, можно красить, имеет место быть, но надо быть осторожными. Допустим, вот штедлерами, когда красила. Ну, кстати, они были новые. Это вот у меня появились только штедлеры, и я решила ими раскрасить иллюстрацию. Здесь еще не закончено. И в некоторых местах тоже они немножко пытались протечь. Так что имейте в виду, но это свойство новых совсем фломастеров. В общем, вот такая получилась любовная пара. У меня красивая. Вот. Ну и на этом все. Видимо, на фоне настроения, что вот подпортила распечаточка, еще что-то, мне уже как-то не хотелось дальше продолжать что-то красить. Я решила остановиться, дабы не портить настроение себе и не портить иллюстрации. В целом неплохо, имеет место быть. Вот такие вот у меня получились работы. Всем хочу пожелать в этот день любви. Кто сейчас влюблен, любви, взаимопонимания, чтобы вам ваш мужчина, ваша вторая половина вас любила, уважала, ценила. Кто еще не нашел свою вторую половину, обязательно найти. Особенно в такой прекрасный день, да, и праздник. Ну, всем просто хорошего настроения, творческого какого-то настроения получше, чем у меня. Ну и я сейчас закончу видео, пойду посмотрю, что раскрасила Ира, что у нее получилось. Вы тоже обязательно проходите по ссылочке, ссылка будет обязательно в описании под видео. И будем смотреть, что же получилось у Иры. Ну а всем хорошего настроения, до встречи в следующих видео. Пока-пока.